Безымянные сказки. Сказка о долгах. Жил-был большой красивый дом. Как и в каждом соседнем доме, здесь были свои проблемы и заботы. Однажды в одной из квартир поселился дяденька с большими усами. Дяденька приходил к каждому своему соседу, садились пить чай с малиновым вареньем, а потом одолжал у них денег. У всех своих соседей дяденька наодолжал большую кучу денег, но все равно едва сводил концы с концами, а вместе с ним и все его соседи. А потому уходил в другие дома и залезал в долги еще и там. Он брал долг у одних домов и отдавал другим. Соседи и не подозревали, что дяденька уже давно заложил их дом вместе с ними, другим большим и поменьше домам. Дяденька, может, хватит уже одолжать? Однажды соседи дяденьки перестали ему верить и сели все пересчитывать, сколько и кому кто остался должен. Чтобы отдать чужой долг и свой вернуть, они должны были решить задачку. Давайте решим задачку вместе. Дано. На сегодняшний год дяденька одолжил 13 миллиардов денежек. У дяденьки были друзья, которые тоже жили в этом доме. Они одолжили еще 27 миллиардов денежек. Все вместе, и дяденька, и его друзья одолжили 40 миллиардов денежек. Много это или мало? Чтобы лучше представить такую сумму, давайте вообразим, что все, что наодолжали дяденька и его друзья, мы разменяем на эти же денежки по 100 и выложили в ровную линию. Сколько раз эта линия обогнет экватор Земли? Правильно! 1,5 раза. И вдруг все вспомнили, что у дяденьки был клад. Может быть, мы сможем оттуда взять денег, чтобы рассчитаться со всеми? Когда дяденька уехал договариваться о новом долге в другой домик, все собрались, чтобы решить еще одну задачку. Дано! У нас остался клад на своем минимальном уровне за последние 4 года. После того, как Дед Мороз и Снегурочка уехали, там осталось 4 миллиарда и 200 миллионов денежек. Какой долг у дяденьки останется перед соседями своего дома, если он отдаст этот клад сейчас? Правильно! Дяденька останется должен еще 600 миллионов бумажек. И другим домам мы тоже все еще будем должны. Должны примерно в 10 раз больше, чем было в найденном кладе дяденьки. Получается, что столько денег одолжили, а проку нет? И тут соседи этого дяденьки поняли. Пора уже что-то менять в нашем доме, чтобы все могли жить долго и счастливо.